Эту историю хотелось бы начать с высказывания Максима Горького. Когда человек может назвать свою мать и по духу родной, это великое счастье. Родители — бесценный дар, который нам дан. Мы рождаемся в этом мире по их запросу и желанию, искренне надеясь, что своим появлением пробудим в семье любовь, заботу, внимание и бесконечное счастье. Отрадно, что многие из нас действительно получают все это. Но, к сожалению, всегда есть исключения. Это те люди, которые не познали родительской любви, понимания и уважения. Ксения родилась в благополучной семье, где ей выпала роль старшей дочери, ответственной и хозяйственной. Той, на кого мать с отцом всегда могли положиться. У девочки были две родные сестры – Елизавета и Оксана. Мать Евгения и отец Василий трудились на заводе, благодаря чему им удалось получить собственное жилье. Дальние родственники, друзья, коллеги всегда умилялись, глядя на эту семью. Надо же, вопреки всем трудностям, финансовым и не только, Сергеевы были так дружны. Но у всего есть обратная сторона. Никто и не догадывался, что в этой семье были громкие ссоры и скандалы на почве всплывших измен отца, критика и обесценивание проблем детей со стороны матери, бесконечные слезы отчаяния девочек. Больше всех несладко было, пожалуй, Ксюше. Эта маленькая девочка с детства видела и понимала весь ужас происходящего. Пытаясь помирить родителей, она стремилась всегда их чем-то порадовать. То сорвет матери цветочек с грядки, то предложит отцу налить чай. Но взрослые не особо ценили старания девочки, часто отгоняли ее со словами «не до тебя сейчас». И Ксюша отходила на задний план, вытирая слезки с глаз и совсем не понимая, почему с ней так. А когда родились сестры, то на девочку возложили новые обязанности. Теперь помимо помощи в бытовых вопросах, она должна была регулярно заниматься с младшими. Девочка действительно быстро всему обучилась. И накормит, и помоет, и погуляет, и сказку почитает. Все это она умела делать уже в 7 лет. Удивительно, не правда ли? Потом началась школа, новый этап жизни Ксюши. Ох, как волнительно ей было. Очень мечтала она тогда, 1 сентября, пойти на линейку с самым близким человеком – мамой. Но Евгения не разделяла желания дочери. Женщина ушла на работу, попросив соседского мальчишку проводить Ксюшу в школу. Только представьте, каково было маленькой девочке в тот день. Ведь куда ни глянь, везде детки с родителями, такие все красивые и счастливые. А Ксения идет с совершенно незнакомым пареньком, которому все равно, как и что пройдет. Тогда Ксюша подумала, что мама не виновата. Она просто не могла поступить иначе, много работы, что поделать. Учиться Ксюшеньке нравилось, ведь она отличалась старательностью, ответственностью и усидчивостью. Людмила Павловна, классный руководитель, всегда хвалила девочку и подчеркивала, что родители должны ей гордиться. Ксюша действительно старалась, ведь помощи с уроками ждать не приходилось, так как родители были всегда заняты. А помимо всего прочего, нужно было посидеть с сестрами и прибраться дома. Времени на прогулки и беззаботное детство у Ксюши практически не оставалось. Если и получалось выбраться после школы на встречу с друзьями, то только до определенного часа. Опоздаешь — будет больно. Да, к сожалению, родители применяли силу в отношении девочки. Казалось бы, мельчайшие промахи старшего ребенка, не успела помыть пол к приходу отца, постирать вещи, сделать уроки, вызывали агрессию. Девочка боялась этого, поэтому старалась всегда и во всем быть хорошей. А когда Ксюше исполнилось 10 лет, отец начал сильно выпивать. Тогда образ идеальной семьи для окружающих стал рушиться. Но Евгения не теряла надежды, что все изменится. Женщина очень любила Василия и была готова стерпеть все, но только не ударить в грязь лицом. Никто не должен был знать, какие времена переживает их семья. И каждый раз, выходя в магазин или на улицу, Евгения надевала маску счастливой матери и жены. А все остальное — слухи. Пусть болтают, что хотят. Позже ситуация более-менее стабилизировалась. Василий взялся за ум и оставил пагубную привычку в прошлом. Евгения была счастлива. Пожалуй, женщину заботили больше отношения с мужем, чем с детьми.
Девочки росли и так отчаянно стали нуждаться в разговорах о самом сокровенном, помощи, подсказках. Но родители были очень холодны. В возрасте 12 лет у Ксюши начались проблемы со здоровьем. Девочку часто изводили головные боли. Испугавшись, она, конечно же, обратилась за помощью и советом к матери. Та же, в свою очередь, лишь посмеялась над ситуацией. Разве может быть в таком возрасте плохо? И посоветовала дочери не маяться ерундой и заняться делом. Ксюшу тогда очень обидел поступок мамы. Как она может так говорить? Почему бы не выслушать ребенка, не постараться ему помочь? Тот вечер Ксюша провела в слезах. Наверное, уже тогда она понимала, что связи с родителями, в частности с матерью, у нее нет. Младшим сестрам в этом плане везло чуть больше. С ними проводили иногда время и вели беседы. Спасала Ксению тогда лишь то, что у нее появилась хорошая школьная подруга Валерия. Девочка была из бедной семьи, но с большим сердцем. Знала ли Лера о проблемах в родительской семье Ксюши? Да, не сразу, но все же Ксения поделилась с близкой подругой своей болью. Та, в свою очередь, всегда поддерживала и как-то подбадривала Ксюшу. Уж очень жаль ее было. Закончив 9 классов, подружки задумались о будущем. С их знаниями и старательностью, конечно же, можно было продолжать обучение в школе, вот только обеим хотелось покинуть родительский дом, переехать в соседний город, поступить в колледж и начать жить самостоятельно. Так и сделали. В возрасте 16 лет девочки начали новую главу своей жизни. Уезжать из родного дома было все равно тяжело обеим. Ксюша переживала за сестер, справятся ли они. Но в то же время понимала, что дальше так жить невозможно. Раз у нее не получилось завоевать любовь и признание со стороны родителей, значит, нужно все это дать себе самой. Как складывалась ее жизнь в дальнейшем? Вместе с Лерой она поступила в медицинский колледж, жили в общежитии, как все приезжие. Приходилось, конечно, туго. Денег родители особо не высылали, но зато девочки стали более самостоятельные. Кое-где подрабатывали и приобретали все необходимое. Учеба давалась легко, было интересно и увлекательно. Годы шли, девочки взрослели, как-то обустраивали свои жизни, все потихоньку налаживалось. Ксюша в 19 лет встретила на своем пути достойного молодого человека Андрея, который принес в жизнь девушки новые, ранее невиданные чувства и эмоции. Было очень трудно довериться парню, ведь опыта построения отношений у Ксюши еще не было. А все эти проявления чувств, трепетные разговоры, забота, поддержка, объятия, они были так незнакомы. Приходилось всему учиться. Как же здорово, оказывается, когда тебя любят и ценят. И счастье, когда это взаимно. Молодые люди, достаточно быстро осознав, что по-настоящему нужны друг другу, решили пожениться. Родители Андрея тепло приняли Ксюшу в свою семью. Уж очень нравилась ее простота и доброе сердце. А как любила она их сына, было заметно невооруженным глазом. Родители Ксении, напротив, отреагировали на свадьбу дочери более спокойно. Ведь после переезда девушки и начала ее самостоятельной жизни их общение практически свелось к нулю. Сначала Ксюша пыталась исправить это, приезжала в гости, писала письма, а потом поняла, если это нужно только ей одной, ничего не получится изменить. И как-то смирилась с тем, что при живых родителях, таких с виду правильных и прекрасных, она одна. Большое счастье, что на ее пути встретился Андрей, который заменил всех. Он не побоялся взять на себя такую ответственность и сделал девушку самой счастливой. Спустя пару лет у пары родился сын Егор. Ксюша растворилась в материнстве. Эта роль была хорошо знакома ей с детства, ведь столько приходилось помогать с сестрами. Первое время девушка смотрела на своего сынишку со слезами на глазах и понимала, как же важна роль матери в воспитании и жизни ребенка. И пообещала себе, вопреки всем трудностям жизни, которые встретятся на ее пути, она сделает все возможное, чтобы Егорка ощущал себя любимым и желанным малышом. Пусть он всегда будет знать, что мама рядом, поможет, поддержит и никогда не бросит. Брак Ксюши оказался счастливым. Андрей был надежным мужем и отцом, всегда стремившимся обеспечить достойную жизнь своим близким. Егор рос здоровым и веселым мальчиком.
Он не отличался особой тягой к учебе, но зато развивал в себе силу и выносливость, профессионально занимаясь спортом. Ксюша нашла свое предназначение в помощи людям. Пожалуй, такой трепетной и заботливой медсестры, как она, больше нигде не найти. Оксана и Лиза, сестры Ксюши, выросли и постепенно устраивались в жизни. Что касается родителей, Василий покинул наш мир за пару дней до своего 60-летия. Инсульт. Тогда на похоронах отца Ксюша не смогла сдержать слез. Да, ее детство было тяжелым. Отец мало уделял внимания и поддержки, но видеть, что вот так закончилась его история, больно. Мать было не узнать. Это горе сводило ее с ума, она начала хворать. Младшие сестры поочередно приезжали к Евгении, покупали лекарства, прибирались у нее дома. Но состояние женщины становилось только хуже. Устав от истерик и необоснованной злобы матери, девушки позвонили Ксюше и попросили решить эту проблему. Ксения не хотела вновь возвращаться в родительский дом и контактировать с матерью. Безусловно, было жалко женщину, но она не могла забыть и простить ту боль, с которой пришлось столкнуться ей, маленькой девочке. Но выбора не было. Увидев исхудавшую мать, Ксюша обронила слезу. На секунду она подумала, что потеря любимого мужа и собственная болезнь могли изменить поведение Евгении. Но немного пообщавшись с матерью, она поняла, что чуда не произошло. Во взгляде родного человека женщина увидела столько злобы, боли и ненависти, что поспешила выбежать на улицу и вернуться домой первым же автобусом. Ксюша осознавала, что прошло много времени, и ей уже не нужно заслуживать внимания и любовь родителей, терпеть боль, обиду и унижение. Помочь матери, конечно, необходимо, но только не собственными руками. Возможно, кто-то осудит Ксению, посчитает, что девушка должна была простить родительницу, проявить милосердие, но у нее не получилось. Зато дочь нашла для женщины хорошую сиделку, обеспечила должный уход и лечение. Мать, благодаря усилиям личной помощницы и дорогим препаратам, которые Ксения доставала на работе, продержалась еще 5 лет. Тогда на похоронах Ксюша со слезами на глазах пыталась произнести заветное «прощаю тебя», но не смогла и не стала заставлять себя. Возможно, когда-нибудь получится найти объяснение поведению матери и отпустить все обиды, но не сейчас.